Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо за то, что, несмотря на все прелести светомузыки в Украине, все-таки дождались наш сегодняшний эфир. Андрей Золотарев, известный украинский политтехнолог, на связи. Андрей Владимирович, приветствую вас. Добрый вечер, Александр. Добрый вечер, зрители. Спасибо всем большое, что ставите лайк, спасибо, что смотрите, ждете, спасибо, что оставляете свои вопросы. Вопросы в самом конце программы мы озвучим из сообщества YouTube, из чата трансляции, из закрытого клуба. Ну и, конечно, там QR-код, который, в общем, на экране возле меня постоянно. Это возможность прям написать, чего хотите на экране. В общем, спасибо большое всем за поддержку. Действительно, очень такая насыщенная неделя выдалась, хотя, знаете, тень Ермака так и нависла над Украиной. Поговорим о внутренней политике, поговорим о геополитике, потому что все, мир поменялся. И когда вот все говорят миропорядок, вот она, стратегия США сегодня вышла, и там не Ближнего Востока, а уж Украина там и подавно. В общем, идут в Азию американцы. Значит... Я в то время говорил, поворот к Азии, еще при Блинкене, Кэмпбелл сформулировал идею о том, что Соединенные Штаты должны развернуться в сторону Азии, Тихоокеанского региона. Ну, вот теперь, вроде бы команда сменилась, и антагонисты демократов пришли, но тем не менее, этот поворот к Азии налицо. В общем, параллельно с этим, с американцами, знаете, как к себе домой уже к Витков уходят украинские делегаты, особенно Умеров. Ну, Умеров как к себе домой, это даже не фигура речи, а так и есть, Майами все-таки. Как ни крути. В общем, вопрос сегодняшнего эфира такой. Почему столько раз встречаются в США Уитков и украинская делегация? Смотрите, вчера встретились, сегодня сообщили, опять встретились. В общем, встречаются и встречаются. Но, я так понимаю, все 5 часов разговора будут пересказывать с Путиным Уиткофа и Кушнера. В общем, варианты. Bad English, трудности перевода. Моя твоя, не понимать. Они им про Фому, а те им про Ерему. И вот поэтому столько раз вот эта вот чехарда происходит. Следующий вариант. Торгуются по пунктам. Опять-таки, по кругу, по 10-му, по 15-му, 28 пунктов проходят, потом опять возвращаются. В общем, пункты. Тянут время, чтобы фронт рухнул. И тогда, соответственно, новая история, новое абсолютно, новые условия. И тогда это может как бы ускорить процессы, да, принятия того, что есть, и так, как есть. Это вот какая-то тяжелая ситуация на фронте. Сейчас мы видим эти замечательные залипухи и от всяких бригадных пресс-офицеров, и от самого Сырского. В общем, никто ничего не отдаст, никто ничего не отступит, мы не потеряем нашу землю, в общем, и так далее. Это абсолютно противоречит в корне вот этим переговорам. И четвертый вариант. Торгуются за гарантии безопасности. Но тут я не стал уточнять, для страны или для себя, всем очевидно. Видимо, для себя, потому что сегодня 31-я годовщина Будапештского меморандума, подписания вот этого, да, который как бы там гарантии предусматривал для Украины, но на этом, в принципе... Возникли трудности перевода. А потом... Да, потом моя твоя не понимать. В общем, 4 варианта. Что? В чем загадка? В чем секрет вот этих переговоров? Чего это они так долго вот это мусолят и мусолят? Андрей Владимирович, как думаете? Я думаю, все-таки тянут время, но отнюдь не в расчете на то, что там фронт рухнет, а просто тянут время, в надежде на то, что... А завтра видно будет. Знаете, по принципу героини «Унесенных ветром» Скарлетт О'Хара. Об этом мы подумаем завтра. Поэтому, скорее всего, так. Поскольку, какие могут быть... Насчет гарантии безопасности, Рубио четко сказал, что сначала подписание, а гарантии безопасности потом. То есть, личные гарантии, но это, я думаю, это не в ходе переговоров решается как-то в ином, более кулуарном формате. И в конце концов, Умеров гражданин Соединенных Штатов Америки. И на берегах Черного моря, Турции у него очень хорошие, скажем так, связи и позиции. Поэтому что там Умерову какие гарантии. А вот время потянуть. Разумеется, могут присутствовать трудности перевода, учитывая знание английского, которым теперь среди украинских топов стало модным, но, тем не менее, оно скорее отвечает бытовому уровню, нежели позволяет вести
профессиональную дипломатическую дискуссию, тем более отстаивать позиции государства, не прибегая к помощи переводчиков. Ну, вот, Андрей Борисович Ермак, который считал себя, ну, наверное, чуть не менее, как минимум равным Толераном, но, тем не менее, с английским у него были явные проблемы. Несмотря на то, что он выпускник Киевского института международных отношений, но это как бы не было его сильной стороной. А, Вопрос уточняющий. А какого рожна там Гнатов? Вот тут вообще непонятно. Смотрите, у нас был Ермак, да, глава переговорной группы, его не стало. Теперь Умеров. Но Умеров постоянно с начальником генштаба. На передовой сейчас сложная ситуация, а начальник генштаба, так сказать, по заграничным командировкам. Ну, видимо, настолько на фронте все хорошо, что все спокойны, что ничего не обрушится, все в порядке, тем более тут Сырский комментарии раздает. Вообще, очень интересна эта фигура. С чем связано ее появление на такого ранга переговорах? Ну, я думаю, скорее всего, тут имеют место какие-то аппаратные расклады, но отнюдь не, скажем, знание ситуации и владение обстановкой. Но, по крайней мере, должен присутствовать представитель, ну, если переговоры идут о прекращении войны, и при тех или иных условиях, он должен, собственно, по статусу, по формату должен присутствовать военный. Ну, решили так. Фигура, да, действительно, но она мало, скажем так, не публичная, то есть без какого-то скандального бэкграунда, но тем не менее присутствует. Видимо, так. На банковое решили. Ну то есть это не запрос американской стороны, что там у вас на фронтах? Нет. Ну, понятно, с кем там у американской стороны, там с Александром Кохмадом, с Будановым, но отнюдь я думаю, это не запрос американской стороны. Они и так, в принципе, учитывая их разведывательные возможности, они не имеют более чем точную информацию о том, что происходит на фронтах. Как вам кажется, вот эти сессии сколько могут продолжаться? Переговорных групп. Ну вот, так же вечно не может быть, что американцы сейчас заходят в переговоры с Украиной. Ушаков уже сегодня комментировал, говорит, мы теперь, в общем, поговорили, мы теперь ждем от американцев сигнала, как они поговорят. Ну так, максимально дипломатично в своем стиле высказался помощник Путина. Ну и правда, какая-то странная логика. Получается, США уже точно в сюртуке посредника, хотя от него, этого посредника, очень многое зависит для одной из сторон, конкретно для Украины. Безусловно. Я думаю, как я говорил о том, что переговоры будут идти не вечно, но это может быть довольно долго. Да, конечно, есть такие, вот меня время от времени напоминают о Днепровском раввине, который пообещал к 15 января то, что война будет остановлена. Другие оптимисты к Рождеству. Вот. Но мне кажется, так быстро дело не делается. Я понимаю, что у Шмуля Каменецкого есть прекрасные инсайдеры в Вашингтоне, тем более учитывая то, что семья Кушнеров активно помогает Хабаду. Ну, тем более, поэтому, я думаю, инсайды у него более чем серьезные. Ну, вообще, семья очень интересная. Потомки еврейских партизан, которые на Лебокской пуще сформировали партизанский отряд братьев Бельских. Даже голливудский фильм с «Вызов», там, где один из Джеймсов Бондов сыграл Тулью Бельского. Ну, такое даже. Но так, отступая от лирики, я думаю, что все-таки быстрых решений тут не будет. Быстрое решение может быть только одно. Это, по сути, ну, принять те условия, которые выдвигает Кремль. Пусть не полный, пусть не безоговорочный, но капитуляция Украины. То есть, Кремль, тем временем, он довольно активно ведет информационное наступление. Видите, уже Путин заговорил о том, что так или иначе территория не только Донбасса, но и Новороссии, это такое довольно расплывчатое понятие, что сюда входит. Запорожье, Херсонская область в административных границах, или что там добавили, Днепропетровскую, Харьковскую, Сумскую. То есть это постоянно аппетит приходит очень видно.
То есть и вот такие намеки насчет Одессы, это более чем понятный посыл. То есть не согласитесь сейчас, дальше будет хуже. Если мы возьмем, опять, которые все рассматривают, и мы рассматриваем, почему? Как бы только, не только лишь все, да, как говорится, мы рассматриваем ситуацию с пленками Миндича как вот этот рычаг. Неделя прошла рабочая, мы новых пленок не услышали и не увидели. Да, и не увидели серьезных кадровых перестановок. Да, тут наши ожидания оказались завышены, потому что по логике это должно было вот прошедшую неделю, которая вот в эту пятницу и тоже, ну, должны были быть такие резонансные кадровые решения. Возможно, да, должны прозвучать громки, но очевидно, ну, не время, очевидно, не наступил тот момент, очевидно, придерживают. Так, идет такой торг. И, как мы видим, даже с решением по главе офиса ну, возникли определенные проблемы, так как там уже такие вчера убежденно говорили о том, что вот Буданов будет, сегодня с утра Федоров, ближе к вечеру нет, там Федорова уже надо через Раду проводить, а Рада через неделю, то есть и там вроде бы у Арахами виды на Шмыгаля, то есть там тоже все еще очень непросто, поэтому сегодня-завтра точно таких кадровых решений не будет, которые многие ждали. Но, тем не менее, система ну, никуда не делась. Мы, то есть, дали так. Понятно, что все признаки того, что конструкция начинает схлопываться, были налицо, но, тем не менее, вот пока так подрублено, но еще держится. Ну, как мы видим, это по делу. Так а на ком держится? Подождите. Вот смотрите, на Ермаке, который просто сейчас из офиса сотворил бэк-офис, и там где-то в тени серым кардиналом, или кто вообще занимается Зеленским? Ну, он всю неделю почти в командировке, да, ездил, причем поездил абсолютно безрезультатно. Ну, давайте откровенно. 0 по модулю. То есть даже добрым словом никто не угостил, по большому счету, не говоря уже о каких-то снарядах, патриотах. У нас же какое мерило? Если поехал в Европу, то это означает, что ты должен привезти оружие, ну или там какие-то контракты на несуществующие суммы в несуществующих годах. А тут и этого нет. Он Витков прождал и до, и после, и увидел отворот-поворот. Ну, это такая иногда вот в дипломатии, в политике на таком уровне это демонстрация отношений. То есть это более чем красноречиво. Ну и стоит добавить еще две вещи. Италия отказалась от взносов в эту инициативу КУРУ. Хотя там, да, там немножко приросло до 4 миллиардов, но тем не менее более чем красноречиво. Все-таки Сальвини далеко не последний человек. Ну и плюс Финляндия прямо сказала о том, что никаких гарантий у нее не последует. То есть это более чем красноречивое свидетельство о том, что Владимир Александрович воспринимает уже как хромую утку, человека, который уже стоит на кассе. Сегодня такая ярчайшая новость – это подозрение нардепу Скороход. Анна Скороход – это слуга народа, которая вышла из фракции, там, из партии. В общем, теперь она не слуга народа. Она была замужем, но оказалось, что у нее как бы любовь есть. Это нардеп Поляков, который ну, был отравлен, отравлен. Да, трагически ушел из жизни. Ну, кстати, Поляков, который собирался рассказать про конверты депутатам, то есть, и как-то вот его смерть странно совпала накануне того, что он анонсировал этот сеанс разоблачений. Но тем не менее, да, был очень близким Скороход человеком. Ну и сейчас это довольно мутное дело. Там фигурирует и помощник Анны Скороход Руслан Джамбулатов и его брат. Пообещали наложить санкции СНБО за 250 тысяч баксов. Ну, что тоже показательно. Но там так получилось, что ни санкций, ни денег. Ну и там возникла конфликтная ситуация вокруг этого. Понятно другое, то, что
Возможно, Скороход потерял осторожность, видимо, слишком прямолинейно истолковала комплименты, которые мы слышали в ее адрес от Семы Кислина, уважаемого на Брайтоне, безусловно, человека, но это не является охранной грамотой от действий. Причем тут как-то, что удивительно, и СБУ, и НАБУ, и САП совместно. Ну, явно, видимо, давно вели, давно было под наблюдением, или, как говорится, подвели человека, но, правда, единственный, конечно, момент, буквально там несколько часов назад начали публиковать эти видеозаписи, там, правда, голос изменил, если обратите внимание, то тоже наводит на определенные мысли, но хлопнули показательно. Ну, судя по всему, наверное, это она. Ну, там уже нашли Да. и день, и в Раде она, и все, по-моему, так как-то и происходит в этих кабинетах в парламенте. Не, ну, понятно, там же я не раз говорил о том, что ангелов с крылышками там в стенах Рады нет. То есть решают за деньги вопросы. Надо быть абсолютно там неспособным и ленивым человеком, чтобы там не шибить там большую или малую копейку. Ну, тут в таких объемах. Не является секретом том, что это американцев шокировало, то, что когда там приносили списки там, на санкции там, по 2000 человек во времена Данилова таскали. Они так делали круглые глаза. Но тем не менее, что было, то было. И на сегодняшний момент около 10 тысяч человек в санкционных списках. Ну, понятно, там вот, по-моему, кто-то из наших, по-моему, Кость Бондаренко говорит о том, что к нему тоже выходили с предложением, вот, чтобы выбросить из санкционных списков, как говорится, за примерно такой же прайс, там 250-300 тысяч, но не по адресу было. Нет, смотрите, тут же очень интересно. Тут все, конечно, бросились, как это, догрызать труп политический скороход, а это политический труп. Причем там уже можно, в общем, можно даже ничего уже не говорить. Все. То есть это крест, потому что она там конкретно говорит про баночку джина, конкретно говорит о том, что есть какой... Понятно, что она там фигурирует посредником или звеном, передающим и сопровождающим. Но она там фигурирует. Плюс на пленках Минтича она есть, как одна из депутатов, через которых можно Укрэнерго забрасывать депутатскими запросами. Депутатский запрос – это хлеб депутата. Ну, то есть, покошмарить какое-то предприятие своим запросом, на который ты должен ответить. И они им торгуют, отзывают. Ну, в общем, вот это вот все. В нулевые 5 зелени. Цена вопроса, депутатский запрос. Если с трибуны, там дороже. Ну, сейчас 5 зелени просто, чтобы какой-то человек куда-то пришел. Да. То есть, по-моему, видимо, аппетиты выросли. И, судя по всему, бомбила с депутатскими запросами вот как раз те компании, госкомпании, где у Минтича там не стыковалось. Где не можно перейти, понимаю. Ну, это тоже сейчас попнует, так что с чем согласен, да, это, конечно, репутационная катастрофа для народного депутата из группы «За майбутнє». Он просто народе Майбах. Это хорошо, что вы напомнили, как будет в простонародье, но речь о другом. Это ведь конкретно... Вот смотрите, я приведу даже такую параллель. Помните, Ермак, и все так переполошились? А что это он вдруг? Значит, Ермак выходит с видеообращением, где благодарит правоохранительные службы за то, что 100 тысяч долларов цена, ну, какие-то мошенники предлагали директорам департамента у него в офисе кому-то работу. Смотрите, и он вышел, и все такие, ну ладно, мало ли хватает мошенников, да, там бабушек обзванивают, он Ларису Долину тоже в России, так сказать, поимели, а теперь она имеет. В состоянии сознания, да. Ну, то есть, то она, теперь, то ее, теперь она, то есть, колл-центры на каждом шагу, ну, мало ли мошенников, вот тут Ермак сам выходит и говорит, спасибо, правоохранители, как вроде это нужно было для кого-то выше, для кого-то там. Ну, окей. Но сегодня же точно такая же ситуация. Торгуют санкциями СНБО. Глава СНБО – это Зеленский.
секретарь СНБО сегодня с Виткофом никак не наговорятся. То есть это ведь подспудно, если посмотреть в корень ситуации, это конкретный привет этим товарищам для Да. того, чтобы не соскакивали. Ну, там вроде бы, конечно, вроде бы человека так и не нашли, который взял бы подряд, положил бы Ну, конечно, не 20, знаю, кто бы его найдет. Вы что? да, положил бы упаковочку зеленых там в чемодан и пошел решать проблему. Но если бы это у них там срослось, я думаю, было бы как бы привычно. Вышел бы очередной релиз о том, что такие-то компании за финансирование терроризма, с агрессором торговали и так далее. Сколько там э, практически очень много крупных бизнесменов таким образом обелечено. Это ж стало модной темой. Но я думаю, что, да, возможно, это привет, но в данном случае обнуляют скороход, который, ну, могу сказать, как политтехнолог, очень так активно демонстрировала амбиции на свое политическое будущее. ТикТок, YouTube, то есть информационное присутствие было более чем заметно. Оно у нас очень часто, как только ты высунулся, как говорится, что у тебя будет в будущем, непонятно, но неприятности мы тебе устроим уже сегодня. Тем более, я же говорю, там, к сожалению, у нас не понимают того, чтобы позволить себе роскошь не шагать в ногу с генеральной линии, я не говорю про серьезную оппозиционность, но надо быть более не менее, иметь хотя бы не запачканные руки. Ну и как бы там ни было, ну, скороход была все равно вхожа в офис, учитывая это, и контакты с бэк-офисом, то есть это такая демонстративная оппозиционность, так, можно сказать, псевдооппозиционность. И вот, судя по всему, с такой оппозиционностью, примерно такого же толка, мы пойдем на, возможно, выборы там, в 2026 году, если они состоятся, конечно. Мы вернемся к ситуации раскладом по Украине. Меня интересует этот расклад в контексте общемировом. Моди великолепно принимает Путина. Да. Причем это и с портретами на улице, и с конницей, и с... По Трампу, конечно, это производит впечатление. Ну, то есть, это, конечно, моща. Потужно, как бы сказал Владимир Александрович. Но смотрите, что стоит за этой потужностью. Все, конечно, этот мультфильм вспоминают, где Моди и Путин куролесят, колесят, и тут у них то нефтяные вышки, то шапку сбили с Трампа, то оружие. В общем, так интересно всем. Однако, знаете, ну это все как бы визуальная картинка. А что стоит за вот этим условным союзом, а он уже становится не просто условный, он уже фактически обмен технологий обсудили, другие общие проекты. У нас как-то оттеняют то, что наряду с экономическими вопросами, там же последний месяц этот холдинг Reliance из Буммая, который закупал российскую нефть, сократил. Ну, судя по всему, то, что там проговаривалось увеличить товарооборот до 100 миллиардов долларов между Россией и Индией. То есть, я думаю, за счет чего могут увеличить? Безусловно, за счет нефти. Поэтому наверняка эти вопросы обсуждались. И, судя по всему, вот, что там забуксовал еще в 2017-2018 году, договаривались про аренду на 10 лет российской атомной целевой подводной лодки. Ну, есть атомные подводные лодки, стратегические ракетоносцы, там, БДРК, с шахтами ракет вертикального пуска. Есть многоцелевые, это вооруженные торпедами. А речь, судя по всему, идет о подводной лодке проекта 971Б «Братск», которая, ей, правда, 36 лет, но она довольно давно, еще с конца нулевых, стояла на ремонте, на модернизации, судя по всему, глубоко модернизирована, и там поговаривали, правда, мне непонятно, как из торпедных аппаратов запускать эти аналог российского «Оникса», индийские эти ракеты, гиперзвуковые ракеты «Брамос». Вот. Но как бы
по-моему, решение есть. До 2 миллиарда с 28 по 28 года и на 10 лет Индия арендует такую атомную подводную лодку. Учитывая то, что трение и конфликтность в отношениях с Пакистаном никуда не делась у Индии, последнее это столкновение в небе над Кашмиром, в принципе, тактическая победа пакистанцев. Вот. Судя по всему, традиционная индийская позиция и нашим, и вашим, ведь все даже и при времена, когда Индия очень плотно дружила с Советским Союзом, в значительной степени обеспечивала покупки вооружений, в том числе у Советского Союза, но и при этом покупала еще и на Западе. Вот такой позиции нашим и вашим. Но сейчас заметно все-таки смещение в сторону комплементарная, безусловно, комплементарная позиция в отношении России. Это заметно. И как бы Индия не нейтральная, мы за мир. Ну, все, по-моему, и без слов понятно. Поставки, аренда атомной подводной лодки, это более чем красноречиво. Я думаю, там еще и пойдут и военные технологии, тем более, что военный бюджет Индии, там порядка около 80 миллиардов долларов, позволяет Индии такие расходы. В соотношении, кстати, с Пакистаном, там почти в 10 раз. У Пакистана меньше. Но, как бы там ни было, Индия – это 5-я по объему ВВП мировая экономика, около 4 триллионов долларов. Поэтому Индия может себе позволить. Ну, а то, что, естественно, для Соединенных Штатов весьма проблемная ситуация, особенно с глобальным югом, тут, по-моему, все совершенно очевидно. Дипломатия Трампа с его пошлинами. Индусы до сих пор обижены на 50% пошлины в отношении индийских товаров. И да, кстати, сделка по аренде подводной лодки – это нарушение одного из американских законов. Видимо, в моде решили плюнуть на возможные последствия. Это и демонстрация, естественно, отношений. Нет, смотрите, там не совсем нарушение, эта подводная лодка, она как бы учебная будет, на ней будут ходить, смотреть, изучать, пока будут строить свои. И вот эти аналоги индийские... Да, Александр, это передача технологий, как бы там ни было. Нет, технологии... Атомная подводная лодка – это не ящик с автоматами Калашникова, это сложнейший и высокотехнологичный объект. Не важно, что она была там построена. В 89-м году ее в Северодвинске, там на звездочке вроде бы там капитально отремонтировали. И это серьезный аппарат, поэтому, учитывая... Нет, вообще вопрос, что вообще США будет предпринимать. Смотрите, пока что мы видим определенное какое-то торжество. Торжество, мол, все, гегемона победили, вот и все. Но тут, понимаете, какая история? Тут включается какой-то тоже элемент, я хотел бы его с вами разобрать, политического айкидо со стороны международной политики Соединенных Штатов Америки. Нет, конечно, круто там набирать лайки и говорить, что Трамп дурак, в общем, Рубио пытается там, в общем, трясется и вашим, и нашим ради того, чтобы стать этим президентом в следующей каденции. Да, Трамп чмо, Трамп лох, пусть это ботва упражняется. Ботва, что так Корчинского называете ботвой. Это же гений мысли украинской. Корчинский говорит, что Трамп лох. Смотрите, какая история. Есть документ, а это уже немножко другой уровень. Это не просто Трамп сегодня проснулся, завтра лег спать, и дедлайн прошел, условно. Значит, завершение войны в Украине и восстановление стратегической стабильности в отношениях с Россией являются важнейшими интересами США. Обновленная стратегия нацбезопасности Америки. Значит, договориться о скорейшем прекращении военных действий в Украине, стабилизировать экономику европейских стран, предотвратить непреднамеренную эскалацию или расширение войны, восстановить стратегическую стабильность с Россией. Это я цитирую прям пункт. А также обеспечить поствоенное восстановление для ее выживания как жизнеспособного государства. Вроде как и хорошо написали в своих целях, но получается сейчас не жизнеспособное государство.
Украина. Как вы думаете, вот этот перефокус, и, понятно, там есть Ближний Восток, как бы до свидания, идем в Азию, это все как бы геостратегический уровень понятен. Но что будет на этом поприще украинском? Что будет на украинском поприще, ведомо, как говорится, только Аллах ведает. Знаете, в свое время, в 1973 году, а это все-таки 52 года тому назад, мир аплодировал усилиям, потому что Парижским мирным соглашением. Киссинджер за них получил Нобелевскую премию мира, считаю, вполне заслуженно. Ну, вроде бы два, Северный и Южный Вьетнам, казалось бы, это идеологические антагонисты, ну, договорились жить мирно, дружно. Но что произошло в реальности, вы хорошо знаете. Ну, а Соединенные Штаты, когда там, скажем так, все понеслось, по сути, начался развал армии Южного Вьетнама, деморализация и дезорганизация госуправления, что они решали давать, не давать вот этот пакет помощи. Ну, кстати, поусердствовал молодой Джо Байден, эффективный конгрессмен. Ну, доусердствовались до падения режима в Сайгоне и эвакуации на шасси вертолетов тех, кто сотрудничал с американцами. Ну, в общем, история уже знает такие примеры, потому что зачастую полагаться на гарантии со стороны, обещания со стороны американцев, это самое последнее. Ну, или Афганистан. Там же тоже присутствовала ресурсная сделка на миллиард. И да, вроде бы замирились с талибами, но все это оказалось слишком определенным. Поэтому... А вот тут там присутствует еще такой момент. Там вот в новой стратегии национальной безопасности указывается на нереалистичность позиции руководства европейских стран, выступающих против скорейшего окончания войны. Угу. Но что противоречит, по мнению американцев, мнению большинства европейцев. Это, кстати, в полной мере относится и к значительной части украинского политикума, которая, ну, тот же Андрей Борисович Ермак, он, по-моему, больше ориентировался как раз на мнение вот этой части европейского политикума. Это привет и, ну, и для Украины. Но вот в контексте вот этой новой стратегии национальной безопасности вот эти 28 пунктов плана Трампа не выглядят как какая-то большая зрада. Это в целом они отвечают вот этой новой стратегии национальной безопасности Соединенных Штатов Америки. И да, там вполне очевиден такой разворот. Вот. И самое главное для Европы в том, что то, о чем неоднократно говорил Трамп и чего боялись в европейских столицах, США не хотят дальше нести бремя обеспечения европейской безопасности. То есть самое время, как говорится, сами. Вот. И так или иначе, но то, что это последствием станет стремительной милитаризацией Европы, это тоже совершенно очевидно. Ну так о Европе. Четко же сказал Путин. Говорит, если хотите повоевать, ну так давайте начнем прямо сейчас. Вообще, конечно, Европа, которая хочет спасти Зеленского, Макрон, хотя вот тоже непонятно, да, нет, ну Макрону, понятно, это, наверное, очень как бы не с руки. У него важная встреча с Си Цзиньпином, причем такая беспрецедентная роскошь или дань уважения. Редко такое бывает, что в Сычуань после Пекина ехал Макрон, и он поехал вместе с ним. То есть первая леди, Си Цзиньпин, Макрон отправляются в Сычуань. Но он же вот как бы хрест на пузе говорит, не говорил я такого, что США предали. И мы нужны США, и США нужна нам. Всем нужны хорошие отношения. Вы что, я не мог такого сказать? А стенограмма Шпигеля, как бы, как на лбу приклеенный стикер с надписью «Дуралей». По всей видимости, эту фальшь Европы сейчас начали замечать все. Да, вот то, о чем многократно отмечалось. Комфортные и безопасные времена и сытые времена порождают очень слабых политиков, что и европейские лидеры сегодня демонстрируют. С одной стороны, такие залихватские радикальные заявления, но которые
которые они абсолютно не способны подкрепить нормами. Слово не дружит с делом, это болезнь нынешнего европейского политику, прежде всего стран, как Франция и Германия. Ну, Макрон, пожалуй, самый красноречивый образец. И, по-моему, после его ухода будет такое определение, как макронить. Вот, ну, Макрон продолжает макронить. Громкие и неподкрепленные делом заявления. Ну, достаточно вспомнить его там, отправки военного контингента в Украину. Ну, это же абсолютно завиральная идея, которая и близко не стояла ногами на твердой почве. Но, тем не менее, продолжает потрясать воздух. Да, мастер звонкой, красивой фразы, но что от этого меняет? Поэтому, честно, в Кремле должны стоя аплодировать. Если мы попробуем понять, что происходит на фронте сейчас в Украине, это очень сложно. Но давайте вот, уж коли мы так масштабировались и попытаемся геостратегически посмотреть, почему российские военкоры понесли историю, что пойдут на Харьков и пойдут на Чернигов. Хотя Путин в своих речах говорит, что крайняя мера – это вот будем юг отрезать. Получается, и север, и юг будут отрезать? Или опять раздергивают, собственно, те небольшие остатки потужных сил, вооруженных сил Украины, чтобы они и туда, и сюда, и, в общем, везде готовились? Смотрите, там же еще и у других появляется тема Херсона, Николаева, Одессы. Ну, как с Покровском, создать кризис, чтобы вот эту воронку втянулись последние оставшиеся резервы, но ударить в другом месте, как это мы видим с Гуляйполем. И, увы, собственно, такой подход, такая стратегия, она работает, она дает свои результаты. Поскольку держать 1000-километровый фронт, ну, совершенно очевидно то, что резервов, банально активных штыков у ЗСУ на весь этот фронт затыкать очередные дыры не хватает. То есть стратегически переигрывают российские. Ну, стратегически-то понятно, но тут возникает главный момент. Вопрос, когда спрыгивать с войны. Если не спрыгнуть сейчас, а затянуть это все, то вполне себе многие там направления могут стать реальностью. Не является ли это, ну, скажем, поводом о том, чтобы быть более сговорчивее? Хотя сговорчивости украинская власть не демонстрирует от слова совсем. Тут тебе и Лаврская улица стала Иваном Мазепы улицей, там, где Лавра стоит. Тут тебе и безбожная могилизация. Сегодня хоронили ТЦКшника, которого в порыве мобилизации пырнули ножом. Да, я вчера обратил внимание, как пошла очень мощная и сгенерированная волна публикаций, где вот вы там сочувствовали ухилянтам, там, ну, давят, естественно, пытаются у людей пробудить комплексы на этот счет. Но там масса вот этих позитивных блогеров, которые погнали эту волну. Вот. Ухилянт убил участника АТО и так далее. Но никто ж не заикнулся, когда вот этого киевского студента там нашли в ТИСе, которого, скорее всего, просто банально забили. Никто не заикнулся в защиту того мужика, которому военком там в Ивано-Франковской области отбил мошонку. Или там масса других случаев, когда людей банально забивали как скот. Как-то они молчали. А тут пытаются, естественно, вот проводить такую рефлексию. Но это явно, скажем так, причем вечером где-то вот после 18, ну, четко валом пошли вот эти публикации. То есть, ну, ребята, информационщики работают, но что это? Оправдание, наверное, ну, пока гайки никто не ослабляет по проведению. Наоборот, будет ужесточаться. Вбрасывают тему и снова и мобилизации женщин. Ну, для чего это? Явно как бы это противоречит намерению останавливать войну. А иного мира, скажем, лучшего варианта мира, ну,
нам уже не предложат в силу положения дел на фронте, в силу истощения финансовых и демографических ресурсов. И с той стороны прекрасно все это видят. Но для значительной части украинского политикума это означает там не просто признание поражения, это означает и политическую катастрофу, поскольку они могут оказаться не только выброшены из политики, но и кое-кто там присядет. Как вам кажется, вот если мы все-таки попробуем понять дальнейшее движение фронта. Вот сегодня знаковое событие произошло там рядом с Добропольем, а вы же помните, вот совсем же недавно перед Трампом кичились этим добропольским наступлением. Срезали эти ушки зайца и так далее, это я помню. Ну вот понимаете, в чем дело? Это все хорошо, но там рядом шахта, ее торжественно шахтеры вырубили и сказали: все, свет отключили, потому что кабы летят, атаки, работать невозможно. Ну, шахтеров распустили. То есть, там, я так понимаю, на фронт пошли шахтеры. И это дальше, чем эта линия фронта. Вот куда она двинется? Насколько угроза Краматорску сейчас явственно выражается на передовой? Явно Краматорско-Славянская агломерация следующая, но до нее, судя по всему, история с Гуляйполем, обходом Орехова, а там от Орехова до Запорожья, там чуть больше 30, до левобережья Запорожья чуть больше 30 километров. Значит, вернемся к визирям и их гирям. Значит, тут распространяют информацию, что сегодня к вечеру ближе Ермак, значит, в офис службы внешней разведки Украины подъехал, побыл, потом уехал, потом позвали департамента, который занимается какими-то там документами прикрытия. Ну, это Шарий распространяет эту информацию. Значит, Иващенко – это человек Ермака, пишет он, и документы прикрытия могут готовиться для его возможного пересечения границы. Значит, в это же время по всем пабликам сейчас информация распространяется, что все-таки новые пленки Мидаса нас ждут. И ждут, я не знаю, это вопрос во времени. И судя по всему, видимо, серьезно подгорело, раз нужны какие-то документы, чтобы быстренько слинять. А куда линять? Ну, смотрите, ведь Ермак все-таки один из выходец из кинобизнеса, помните, вторую часть «Слуги народа», когда соратник Голобородько, премьер Чуйко, вылетает, облядившись, ну, надев шляпу, наклеив бороду и пейсы, в виде датишного еврея, отправляется на землю обетованную. Под фамилией Миндич. Да. Как бы, подходя к пограничникам, вам должны были сообщить. Вот, видимо, Ермак помнит, как это в сюжете «Слуги народа» решился вопрос. А сделать такие документы, допустим, для службы внешней разведки, это раз думать, учитывая. Другое дело, как говорится, окажется, не произойдет традиционная для Украины двухрядка, когда он и документы сделает, и сообщит, кому надо. Такое тоже может быть. Ну, посмотрим. Ну, судя по всему, я с вами согласен, похоже, подгорает, и это и на этой, и на следующей неделе таки пойдет второй акт морализовского балета. Так а кто вместо Ермака? Ведь это, вот я вообще, если честно, не понимаю. Нам же вот эти политтехнологи банковые рассказывали, да плевать, кто следующий. Да ну какая разница? Ну, кого президент назначит, тот и будет. Да, есть, конечно, заявление Зеленского, есть вот эти публикации, что они с Ермаком спали в одном бункере, он прям его чуть ли там не лепший побратим и любимый человек в плане там профессионализма, а может и не только. Есть вот эти все домыслы, есть все остальное. Ну как, ну, живет, дожил до своих, как это,
ну, в общем, не будем выражаться, за полтинник, да, 54 года только отпраздновал, ни жены, ни детей замечен не был, ну и хорошо, то есть, ну и нормально. Так а кто вместо? Если какая разница, и абсолютно плевать, кто вместо, то почему не назначить целую неделю, как бы кукушка, не подкладывают кукушат? Тяжело принимают решения, и у Владимира Александровича 7 пятниц на неделю. И вот, смотрите, ближе всего, безусловно, Федоров с возможных персонажей. Ну, он явно ближе, чем Буданов, ближе, чем тот же Шмыгаль. Как аппаратчик, как бюрократ, ну, из этих трех, безусловно, Шмыгаль. Ну, человек тихий, системный, то есть без политических амбиций. У Федорова такие амбиции есть. Ну, как бы при нем держат и политтехнологов, и, смотрю, и чистят его бэкграунд. Там же он торговал в свое время средствами для похудения. Вот. Ну, Успешно торговал. да, да, средствами для похудения, после которых не худели. Ну, называя вещи там, своими именами, это называется мошенничество. Ну, чистят упоминания. Ну, значит, человек думает о будущем. В этой ситуации идти на Банковую, ну, это сесть на сковородку. И обнулить возможные перспективы. Ну, я думаю, что Владимир Александрович будет просить, но явно, скажем так, допустим, того же для Давида Арахамии Шмыгаль был бы куда более приемлем. И Федорова надо проводить через парламент. А это, ну, не ранее, чем через неделю следующую. Проголосовать его отставку. Вот и тогда можно управлять. А за неделю многое может измениться. Там, кто еще накукует Владимиру Александровичу. Так что пока вот, кастинг процесс. Но если так, по ранжиру, то, безусловно, у Федорова были наибольшие шансы, ну, на сегодняшний утро. Ну, хорошо, а что это изменит в общем раскладе? Ничего не изменит. Другое дело то, что очень много, скажем так, степень управляемости ситуации в стране будет на порядок менее эффективно. Хотя бы потому, что очень многие вопросы, Ермак, Татаров, силовики. Ну, а сегодня видим, что тут пошатнулось. Я уже, как говорится, подумал, что уж совсем, но не совсем. Сегодня вот Гусарова, второго детектива НАБУ, Шевченковский суд, самый, безусловно, справедливый суд в Украине, не отпустил из-под ареста, не выпустил на домашний арест, а Магомед Расулова, его отца, вот позавчера и вчера изменил меру пресечения. Хотя судья на ясном глазу говорит, так это же статья, она не предполагает домашнего ареста. Тут безальтернативно СИЗО. Вот, ну что, прокурор, что является очень дивным, на ясном. Да, я понимаю, но вот, ну, к этому но, видимо, судья прислушалась и принял там беспрецедентное решение. Могут, когда хотят. Ну, а когда не хотят, ссылаются, что... Ну, это, судя по всему, все-таки это какое-то, ну, такое, может быть, временное или стремление там задобрить Набуинов и стоящих за ним, но как-то кардинально это не меняет. Система остается той же. Не выпустили, там, правда, ходят слухи, что Шолтыча могут, там, Шевченко и так далее, но мне кажется, пока это только... Система осталась неизменной. Нет, ну почему такие слухи заговорили? Потому что статья-то малевалась крутая, госизмена, понимаете? И тут, пожалуйста, Магомед Расулов и отец на свободе под личным обязательством. Хотя генпрокурор выходит, говорит, не-не-не, это не означает, что они это... Короче, правда, все продолжается, мол, мы еще все сейчас докажем. Что ему еще говорить? Вы хотите говорить, что мы обосрались? Все, как говорится, политез соблюден. Я вот, смотрите, давайте развернем ход нашей дискуссии. Я вот смотрю... Но это такая есть практика. В единоборствах есть такая практика. Есть такая практика, ну, в отчасти, да, в теории войны.
Да, вот когда есть, условно, два противника. Проблема, конечно, в том, что в этой нашей войне не два противника, в том-то и дело, понимаете, что здесь есть, условно, копье, а есть наконечник копья. Тут да, но все-таки в теории, когда два противника, то всегда очень важно, вот опять-таки, почему в Украине вот эта вот вся история, типа, бюджет принимайте, ну, или там припинити срач, вот это все, да, там давайте не ссориться, давайте объединяться. Зачем? Не только потому, чтобы объединяться и там что-то лучше, а чтобы не дать противнику, ну, условно говоря, не предстать в глазах смотрящего, не предстать в глазах визави, ну, вообще, как бы, пылью, да, или там грязью из-под ногтя, понимаете? Вот к вам даже пришел помощник по этому поводу. Она. Помощница, да. Так вот, смотрите, тут же какой момент? Каким нас видят противником россияне? Вот если так подумать и задуматься. Я вот провел такую, знаете, мыслительную операцию, спецоперацию. И я так смотрю, да елки-палки, каждый день какой-то дурдом, понимаете? Нет, мы можем там стрелять по Грозной Сити. Красиво, картинка, а потом говорят, не-не-не, ребята, мы там не по этому символическому объекту в Чечне стреляем. Ну, потому что, помните, как Зеленский когда-то извинялся перед Кадыровым, ну, вот эти старые. Кто старое помянет, тому глаз вон. Не-не, не потому, что это здание там номинировалось на банкноту в России, да, нет. Мы не поэтому стреляем, потому что там были какие-то офисы ФСБшников, каких-то еще, ну, непонятных, в общем, структур разного рода, российских. Я почему говорю непонятных, потому что названий не могу воспроизвести, ну, разных органов, прямо или косвенно связанных с силовиками. Там просто они специфические, то есть там управление. Офисы, бухгалтерия какие-то, не знаю, бумажки перекладывают, вот такого рода. И поэтому типа это законная цель. Можно такие удары наносить сколь угодно. Положение дел внутри Украины и не меняют. И почему все вот это думают, что россияне и кремлевцы не смотрят на то, что здесь происходит каждый день, какая-то задница, и не делают свои выводы? Безусловно, но достаточно картинно маслом то, что вокруг санатория Жовтань уже там можно, ну, поскольку украинская правда запалила, это расположение, где спецназ ГУР штурманул санаторий, который охраняли военные. Но вот, когда мы говорим о риске руины, ну, вот это наглядный пример о том, что пойдет еще и приватизация силовых структур. Как бы, ну, и не единственный случай. Но в Житомирской области, там, Звягельский район, там, рейдерили с помощью военных агрохозяйства. То есть там крестьяне вышли, пытались защищать, там, ну, применили силу. То есть это, к сожалению, то, что, ну, естественно, это формирует отношения. Как бы не относись к России, тяжело себе представить ситуацию, потому что там армейцы будут выяснять отношения с Росгвардией, да, таким образом, на каком объекте. Ну да, был, как говорится, казус Пригожина, но, по-моему, там уже, как говорится, след простыл, а, как говорится, особо буйных, тех, у кого руки чешутся, отправили в Африку. Сделали практически выводы из ошибок прошлого. Но в 22 году, понятно, когда был звездный час ЧВК «Вагнер», то есть когда они были остро необходимы, ну, такая была ситуация. Но потом быстро, как бы, со сцены эту структуру убрали, но у нас они остаются. Несколько хороших парней, которые, ну, не с пустыми руками. И после войны, это, боюсь, это ружье выстрелит. Ну, не знаю, тут еще Шмыгаль, еще один претендент на должность визиря, говорит, о повышении зарплаты в 26-м году не будет. Денег нет. Военным имеется в виду. Ну, так, что это получается? Бюджет мира? Ну, мне вот поправляют. Это,
пессимистически смотришь, на самом деле это не бюджет войны, это бюджет выборов, там, за повышение зарплат учителям, но я говорю, это бюджет авантюры, поскольку дыра 45 миллиардов долларов, то есть, ну, из которых депутаты имеют, ну, как они только примерно представляют, где взять половину, а другую половину, там еще более 20 миллиардов долларов, вообще нет понимания, откуда эти деньги возьмутся. Ну, такой. Но зато, безусловно, вполне разумное решение. Господин Арахами наглядно продемонстрировал то, что коды доступа к пропрезидентскому большинству в Верховной Раде находятся у него в кармане. По сути, там 257 голосов очень наглядно показал то, что Ермак ушел, но теперь, как говорится, обращайтесь к господину Арахами. Да, друзья, давайте переходим к вашим вопросам, но предварительно подведем итоги нашего сегодняшнего голосования. Почему столько раз встречаются в США Уитков и украинская делегация? 7% bad English, трудности перевода, 20% торгуются по пунктам, 31% тянут время, чтобы фронт рухнул, и 42% торгуются за гарантии безопасности и, судя по всему, себе. Спасибо большое за то, что проголосовали. Очень интересно распределились результаты. Что скажете, Андрей Владимирович? Ну, вполне наглядно. К сожалению, вопрос относительно насчет того, что формирует отношения, не только там в России, но и в других странах украинской власти, как раз вот работа. Импотенция, неэффективность, мелкотравчатость и просто и банальное, скажем так, действие, когда достижение личных интересов выдается за действия в интересах общества и государства. Ну, вот как и свойство нашего политического класса. Поэтому этого такого шила в мешке не стоит. Люди это видят. 42% по последнему, ну, это, наверное. Да, значит, вопросы. Начнем с закрытого клуба. Сергей задает вопрос. Андрей Владимирович, Володя Жабжабыч за время правления Украиной своими действиями нажил огромное количество врагов и до сих пор живее всех живых. Кто его ангел-хранитель? Спрашивают. Спецназ САС пока. Но это ж недалек тот момент, когда, ну, как в одном боевике, это не охрана, это караул. Вот, чтобы так. Ну, я думаю, что в случае, если будут отстранять их от кормила власти, ну, убудет, допустим, даже там, или на Ближний Восток, или на Британские острова, но учитывая количество доброжелателей, Владимиру Александровичу в Украине оставаться будет безопасно. И тем более, что охранять же вечно не мог. Пока президент, да. Так, переходим дальше в, скажем так, в ваши вопросы. Так, благодарят за эфир, спасибо большое за хорошие комментарии, друзья, поставьте лайк, не забудьте тоже. И, в общем, вот такой вопрос. Ну что умного, значит, два украинца будут лялякать о том, что очевидно, они в силу своего менталитета не могут эту очевидную реальность принять. Что типа умного могут сказать два украинца? Это вы и я, возмущается пользователь. Ну, знаете, добавить. К сожалению, все приходится, конечно, говорить с поправкой на то, что я нахожусь в Украине. И, понятно, далеко не все могу сказать. По известным причинам, естественно, приходится подбирать слова и выражения, но, по-моему, и у северного соседа тоже надо тщательно подбирать выражения, вдруг не то скажешь. Прецедентов, когда люди там садятся за неудачный пост в соцсетях, там тоже хватает. Причем, ну, российская Фемида отвешивает такие впечатляющие сроки там за фейки о вооруженных силах, там за т.д. и т.п. там за, ну, или там получить там десяточку там за
20 гривен, не 20 гривен, 20 евро в фонд «Повернись живым». То есть, ну, хватает прецедентов, таких справедливых судебных решений. То есть, как это выглядит со стороны, ну, может быть, в Украине выглядим неумными, но для действия иногда российского правосудия в глазах остального мира выглядят диким. Ну, добавить. Ну, опять-таки, смотрите, тут же какой момент. Ведь всегда есть свобода, да, это вот свобода на поводке. Да. Вот я долго думал, почему вот такая реакция. Все, конечно, там, да, ну... Понимаешь, вот... Нет, вот это вот смотрите, подождите, вот эта вот история со Скороход, да, то есть в чем суть? Ну вот, да, смотрите, она же такая позиционерка, она же вот это вот все. А мутки мутила с офисными. Да, ее подставили, да, ее слили, да, ее разыграли в политический преферанс, да, это все как бы на порядок выше. Непонятно, чем этот розыгрыш и эти карты этой колоды, они обернутся, потому что прилетит очень серьезный бумеранг. Там сейчас, ну как, злые языки говорят, Данилову готовят, ну давно уже готовят, ему даже это погоняло Хухря, вроде как, ну, по сливам, да, информации. Хухря – это Данилов. И этот Хухря, у него там по тем же самым причинам гораздо большие суммы фигурируют и большие списки по санкционным, там понимаете? Там вопросы на миллионы будут. Но почему это, вот именно история Скороход, и почему это вот медийно ярко? Потому что короткий поводок оказался. Ну или у кого-то короткий, а у кого-то чуть длиннее, с языком. У кого-то короткий, у кого-то чуть длиннее. И все от этого прозрели. Как в песне поется, если ты ходишь по грязной дороге, ты не можешь не выпачкать. Вот. Очевидно, Анна забыла о том, что, ну, старую еврейскую поговорку. Ну, потому что думал, что продал душу дьяволу, а он ее подарил. Ну, поэтому участие в схемах и мутках, оно, безусловно, создает такой очень короткий, я бы сказал, пафосный поводок и пафосный ошейник. Дернулся, ну, сразу же. На Е. Ну, то его определенский. Петр задает вопрос. Андрей Владимирович, как лодку назовешь, так она и поплывет? Скороход отбудет ходку скорую? Спрашивает вас. Нет, ну, я думаю, что сидеть не будет. Ну, конечно, немножечко помучают, понервничают. Да, это будет дорого стоить, но тюрьма и с ума они не грозят. Политическая карьера, безусловно, топор. Значит, ну да, тут пишут в чате, что может Скороход ни при чем. Так в том-то и дело, что может и ни при чем, может при чем. В общем, тут же не вопрос, тут вопрос в связях. Там же, может, еще вытащат записи, там, где, ну, там уже и Кудрицкий рассказывает о том, что она бомбардировала по Укрэнерго запросами. То есть полезно. Это она попалась как курва щип. Значит, если человек однажды стал украинцем, обратно человеком он уже не станет. Мэр Киева Кличко. Цитаты великих людей напоминают. Ну да. Значит, ну, готовится к земле. Значит, Зеленский капут или еще будет шебурхаться, спрашивает Жека. И как долго? Еще может и посидеть на Банковой, но полномочия будет такой, скорее всего, мягкий трансфер власти. В сторону, скорее всего, Верховной Рады. Это самый экологичный, безопасный с точки зрения государства и легитимный вариант. 5 депутатов, ну зачем, много там у вас или где-то там мне пересказывали там про антикоррупционный Майдан, вот там с расписанием. Зачем мутить Майдан, тратить миллионные, ну, колоссальные ресурсные, организационные вливания в процесс, когда можно решить вопрос с 5 депутатами-мажоритарщиками, там половина фракции стоит на лыжах. Арахамия немножечко притормаживает, но
так сделать, чтобы 5 громко попросились на выход мажоритарщиков. И все. И здравствуй, новая коалиция, здравствуй, новый спикер. И от офисно-президентской республики к парламентско-президентской, что у нас декларируется в Конституции. Кто будет спорить? Это Мгм. переводим де-факто в де-юре. Значит, вопрос. Европу ожидает крах банков, крушение экономики и безработица, спрашивает. Ну, как Европу будет штормить? Ну, Европа сейчас ожидает новый политический цикл, где там будет, но на горизонте сильных фигур, которые бы развернули бы в более прагматичное русло вектор европейской политики я не вижу. Ну, да, Европа пытается сейчас раскочегарить военную промышленность. Там вот где-то даже поднимал цифры. Вот, в Европе 23 из 26 оружейных компаний зафиксировали рост доходов. Совокупная выручка выросла на 15%. Но двигаться дальше, ну, особенно с оглядкой на то, что Германия похерила свою атомную энергетику, поддавшись вот этому зеленому болду зеленых технологий. Ну, где они будут брать это? Промышленность, машиностроение, ВПК, это требует колоссальных энергетических затрат. Где они возьмут дешевую энергию? Ну, Франция более не менее, ну, как-то там очень много, во всяком случае, как они будут выходить из ситуации, когда им надо сокращать социальные расходы, резать социальные расходы и обеспечить политическую стабильность. Выйдут же недовольные, там, повторятся желтые жилеты, или там в Германии, если там Мерц действительно начнет демонтировать социальное государство, загорелые обязательно напомнят себе. Мгм. Значит, Будет штормить, опрокинет ли лодку, европейскую лодку, там, в ближайшие год-два, не думаю, но штормить будет не по-детски. в чате обсуждают состояние скороход, там рассказывают о том, что у него там 120 биткоинов, а биткоин сейчас дорогой, это все задекларировано только, короче, Нет, нормально. ну, я же сказал, перемаи с ума не грозят. Ну, с деньгами там все нормально. А, Фракция «Мой будни» – это дорогой такой олигархический клуб. Это да. Поэтому, знаете, я как бы тут не скороход переживаешь вообще об отношении людей и политиков. Вот в чем смысл. Здравствуйте, Александр. Зная, что власть будет мстить, банда Зеленского не будет выпускать ее из рук. А народ Украины будет мстить власти? И такое может быть. То есть это вполне, ну, к сожалению, чем оборачивается там махновщина в таких худших ее формах. Ну, могут. Я встречал еще свидетелей того, как махновцы заходили в Екатеринослав. Потом, правда, в глухих селах Запорожской области находили бельгийское столовое серебро. Вот. Но это же может принять такие же формы. К сожалению, вот этот градус социального напряжения никто же реально не имеет. А там уже кипит. И тем более, если технично не выпустить вот этот пар социального напряжения, ну, может и взорвать. Особенно после войны. Особенно если война будет остановлена. Вернется, ну, как минимум, 500 000 придет на дембеля, там никаких ни перспектив, ни заработка. И, по мнению, жирующие субъекты, которые там себе заводы войны там накосили на золотые унитазы, на новые авто, дома, ну, это может обернуться повторением событий столетней давности. Оксана вот формулирует вот это вот главную претензию. Человек приходит на эфир, рассказывает, какие все коррупционеры, кроме нее, а потом всплывают всякие банки джина и торговля санкциями. Как верить вообще людям после этого? Ответьте, как политтехнолог, Андрей Владимирович. Как политтехнолог я бы, понятно, никто об этом не хочет говорить. Я говорю, что время будет толкать к органичности
в политике. То есть, если ты топишь за социальную справедливость, по крайней мере, тебя не должны ловить на золотом унитазе или на каких-то мутках, как это вот со Скороход. Но определенная должна быть органичность того, что говоришь, думаешь и делаешь. Как этого добиться в наших условиях, когда люди с тобой соглашаются, но как только заходят и видят возможности, и у них все, крышу срывает. Это же многократно это повторялось из выбора в выборы, до выборов нормальный человек, а потом все у него, как говорится, крышу срывает, вырастает корона, ты ничего не понимаешь, так надо, а потом выходят вот такие сюжеты, разоблачительные сюжеты и публикации. Вот. Это, знаете, все, рыба гниет всегда за головы. Я вот приводил пример, вспоминал «Зеленый фургон». Помните, когда с Харатьяном, когда начальнику милиции подкидывали дивные желтые чоботы, которые там славились сапожники из Севериновки. Севериновка славилась самоговорением, но если начальник милиции выходил в этих чоботах, все понимали, что можно гнать самогон и дальше. Так и с нашей властью. Если все видят, что наверху мутят, наверху косят бабло, все прекрасно понимают, почему нам нельзя. И депутаты, поверьте, здесь отнюдь не самые большие коррупционеры. Там правительство, госкомпании, там трэш. Вот такой еще вопрос. Добрый вечер, Александр. Андрей Владимирович Виталий задает. Стоит ли ожидать в профильно заточенных ТГ-каналах фоторепортажи с фронта, где будут Ермак и дрон, Ермак и полевая кухня, Ермак и дети? Как говорится в струе, Ермак жил, Ермак жив, Ермак будет жить. Или таки Ермак все? Заранее спасибо за ответ. Я думаю, с помощью искусственного интеллекта можно сейчас такой очень убедительный дипфейк соорудить. Но кто этому поверит? Кто поверит тому, что Ермак сидит в окопе и там отстреливается от российского дрона? Там, прячется среди разрывов. Это ж нас из фантастики. Невозможно. Да. Смеются, говорят, а как кошечку зовут? Зрада? Бесит. Не Зрада, ребята, нет, не так. Пойдет ли как чертик, поэтому у него такая кличка Бесит. Пойдет ли скороход на фронт? На фронт тоже. Много вы видели депутатов отпусков, там, по-моему, как из Евросолидарности прошлого созыва, один идеалист, кто-то сложил голову. А так, в основном, есть, по-моему, там Луценко прошлого созыва, Егор Фирсов, пальцев на моих руках хватит. Все остальные, подальше от фронта, поближе к кухне. Вопрос. Возможен ли вариант дополнительной мобилизации в России, чтобы ускорить процесс? Я думаю, этого пока избегают, поскольку обходятся с имеющимися ресурсами. Да, это не дает возможность каких-то масштабных прорывов в жуковском стиле. Но медленно, но, как мы видим, все движется. То есть цели добиваются, так или иначе. А мобилизация, осенью сколько там, 1 миллион, там 1,5 миллиона ломанулось из России ревакантов. Тем более негативный. Там в Кремле довольно так пристально следят за общественным мнением, и все-таки они референтны по отношению к этому большинству, и то, что не получат должной общественной поддержки, стараются от этого избегать. Поэтому я не думаю, что пойдут на такую непопулярную меру. В Украине могут в 26-м году, если переговоры будут продолжаться еще долго, то какие-то меры по ужесточению мобилизации, как то снижение мобилизационного возраста, думаю, до женщин не дойдет, но мобилизацию могут ужесточить. Но там есть другие источники, та же полиция, там некоторые бригады, которые там пороху не нюхали, у нас же где-то
силы безопасности, силы обороны Украины, как это называется, где-то 1 200 000, а на фронте, я думаю, ну, понятно, это военная тайна, но по моим ощущениям, где-то 150-200 тысяч. Добрый вечер, Александр Андрей. Эта государственность на Украине, претендент на пост главы ОП, торговал левыми БАДами. Честно, не могу представить такую дискуссию в Российской Федерации. Ну, есть такое понятие, как отрицательный отбор. Знаете, допустим, тот же Андрей Деркач вполне вписался в сенатора Астраханской области. Но я могу сказать, он был плоть от плоти украинской политики, всем вытекающей. Поэтому, ну, другое дело то, что существуют определенные красные линии. Два Тимура. Тимур Миндич, который благополучно ушел в лес и отдал на землю обетованную в Израиле, и Тимур Иванов, который отбыл в колонию или там, в СИЗО еще, но там более чем показательно. Невзирая на очень высокий ранг и должность замминистра обороны, но тем не менее его хлопнут. Угу. Понятно. Коррупция – это такая вещь, она, ну, особенно в постсоветских странах, она была и есть, и будет. Но вопрос позиции государства. Да так хватает коррупции везде. Смотрите, просто это все тоже еще от политического бескультурия. Ну, то есть, вот сегодня тоже там каждый же день новости в России по поводу того, одного приняли там, замгубернатора приняли, землей торгуют, еще чем-то. Минобороны, видите, какая была череда, ну, относительно недавно посадок. Шойгу потрепали, ну, его, правда, сохранили, ну, его замов капитально, да, то есть там, ну, в общем, тоже переделы идут, ну, нет вот этого... Ну, как у нас, да. Друзьям все, врагам закон. И нет вот этого, понимаете, выворачивания трусов наружу. Вот опять-таки, Анна Скороход, как ни крути, она там с определенными подразделениями общалась, там, ну, там, ее уважали, она там поднимала темы важные для них, да, волонтерила. Вот смотрите, у нас вчера Зеленский, сегодня день волонтера. И вчера Зеленский Стерненко наградил званием «Золотое сердце Украины». Что-то такое, кажется, да? Ага. Золотое сердце. Ну, то, как это? Отличительное, ну, вид знака, да? Отличительный знак. Но проблема-то в том, что, ну, мы так вообще можем, ну, как, до мышей, понимаете? Да, и никто не говорит, что спускать с рук. Все сообщили, ну, зачем это все вот превращать в этот балаган, да? Ну, то есть, есть вещи, которые нужны для того, чтобы их показать, ну, вот, чтобы другим не повадно было. Но Скороход, да, ну, вот ее пример кому будет поваден, не поваден? Это офис решил показать, что, мол, смотрите, открываете свои рты, вот мы, на всех есть папочки. Ответочка прилетит. Да, то есть на всех есть... Это вот демонстрация силы. И проблема в том, что народ, люди... Ну вот, например, ну, вот в России посадили этого Тимура, да, тоже Иванова. Все, конечно, обалдели от масштабов. Но это показали, что вот смотрите. И все сразу поняли, ага, все. Ну, то есть... Там до Иванова был, там, по-моему, полковник или Захарченко, или Захаров. Смотрите, тут дело не в том, кто был до. А как показывают у нас? У нас показывают не для того, чтобы... Ну, там, много же сажают по-тихому в той же России. По-тихому, тихонько. Да. А у нас тихонько не сажают. У нас это отчет о работе, вот смотрите. А в оконцовке получается, что а за какой вообще мы воюем, когда те, кто вам лижет, власти задницы, воры с золотым сердцем Украины, убийцы бывшие, те, кто вроде как за простых солдат, за ребят, депутаты, там, да, оппозиционные, да, там, громкие, да, там пытаются, и тут сказать, что сильно там Скороход громкая, ну хорошо, достаточно, понимаете, достаточно, ну вот, и она тоже, получается, все, это полностью обнуляет страну. Это разрывает ее изнутри ради того, чтобы полдня или там сутки, я думаю, что завтра поговорят, ну а потом, может, когда ее там в суд там что-то привезут, ну вот это вот все, еще там вспомнят. То есть ради того, чтобы один день продержаться великим, потужным, незламным борцом с коррупцией, ты готов подорвать, ну там,
настроение там фронта, тыла, людей там, которые там голосовали. Ну, тут, короче, понимаете, какой ужас происходит? И это все, как вот правду же говорят с наркотиками, да, или там с вредными привычками, там какими-то, не знаю, тебе вот хорошо на короткий промежуток времени, ты как бы берешь кредит вот этого хорошо, а потом наступает похмелье и становится плохо. Да, и потом становится привыкание, и еще и организм начинает отторгать. Безусловно. Но, к сожалению, у нас 20 лет мы двигались по вот этой дорожке десакрализации власти, где нет ничего святого, нет никаких. Сейчас, естественно, это получаем вполне закономерный результат. То есть, когда люди видят во власти лишь ублюдков и мироедов, и, безусловно, в нынешней ситуации, когда пошел вот этот мини-гейт, это, конечно, сильнейший деморализующий фактор для тех, кто на фронте. Как вы думаете, Зеленский пойдет на третий срок? Будет ли он менять Конституцию ради этого, спрашивает Алекс. Ну, уже, по-моему, с третьим сроком ему бы, как говорится, на первый не зайти. Ну, Миндиджейт, по-моему, уже все акценты расставил. То есть, участие в кампании, оно в нынешних условиях, я не вижу вариантов, как электорально Владимир Александрович не нас. Я думаю, что его антирейтинг сегодня перепрыгнул за 50%. По-моему, единственный, кого он может еще выиграть, Барыша. Все. Значит, да, спасибо, что подсказываете. Прокурора Питера арестовали вчера, да. Тоже там деньги показывали, все. Ну, это как прошли, все. Прокурор какой-то. Они там не фигуры, понимаете? И у нас прокурорка Харькова оказалась на OnlyFans, понимаете? Ну, то есть... Или из Новобукской, по-моему, это Николаевская или Херсонская область. Ну, что? Там живые люди, ну, это нормально, но у нас такие, это любят, конечно, смаковать. Вопрос к Андрею Владимировичу. Как оцениваете перспективы государств Скандинавии? У Швеции своя крона, да и корона, и крона, но Европейский Союз. Норвегия не в ЕС, а в ЕС плюс своя валюта. Значит, вот Финляндия почти Скандинавия, но в ЕС и с евро. Еще и в НАТО со Швецией. Ну, у них относительно Германии, Франции, Великобритании все более не менее стабильно. Да, и, скажем, те же финансовые проблемы, они не такие кричащие, как в Германии. То есть там никто не ставит вопрос о демонтаже социального государства. Ну, то, что, судя по всему, вот, и Норвегия, да, предыдущие выборы показали, что все более-менее относительно стабильно. То есть если они дальше не будут играть в мультикультурализм и толерантность, то есть не будут насыщать свои страны выходцами из Африки и Ближнего Востока, ну, я думаю, там более-менее будет нормальная ситуация. Ну, выходцам из постсоветских стран туда, конечно, вписаться, но там надо слишком уж менталитет, и нет там такого вот общества всеобщего равенства. Да, там сумасшедшие налоги. То есть, если ты берешь наемного работника в той же Швеции, тебя разделят. Но вот если ты, как говорится, работаешь сам на себя, там все более не менее терпимо. Но никакого равенства и там легенды про вот этого дедушку, который создал Икею и который всю жизнь ездил на старой 740-й Volvo, там, ну, это все легенда. В реальности у него был вполне такой добротный автопарк и современный, не самый дешевый машин. Поэтому, но, тем не менее, это относительно стабильные и прогнозируемые общества, особенно Норвегия. С ее золотовалютными резервами, и пока, судя по всему, она под ситуацией перераспределения на подвижек на энергорынке Европы, Норвегия. Финляндия, конечно, ну, она поднялась во многом как раз за счет рынка Советского Союза и получения ресурсов за недорого. Но как она будет теперь выходить из этой ситуации, увидим. Ну, у них довольно годная машина судостроения, Вяртсиля, выпускают самые большие судовые дизельные двигатели
Ну, в принципе, можно прожить. Тем более страна по населению небольшая. Сколько там? 6 миллионов. Чуть больше, чем в Киеве живет. Так, значит, вот такой еще вопрос для вас. Сын украинского посла участвовал в ограблении и убийстве сына заммэра Харькова в Вене. Биткоины забрали, человека сожгли. Денег им все мало, получается. Да, нравы золотой молодежи. Ведь в Вене в университетах учатся дети не последних людей в Украине. То есть даже такого средней руки предпринимателю, ну, обеспечить проживание в Вене и обучение, ну, это не 5 копеек стоит, хотя там нет, конечно, таких заоблачных сумм, как в Соединенных Штатах, но Вена город дорогой. Но, тем не менее, вот и нравы, то есть, когда на примере родители видят, что неважно, каким образом, главное, чтобы деньги любой ценой. Ну, даже ценой человеческой жизни. Да, вот так и живем. Андрей Золотарев был моим собеседником сегодня. Я благодарен за время и мысли. Спасибо, друзья, что посмотрели это видео. Пожалуйста, напишите, что думаете в комментариях. Приходите на шум немножко позже. И всем добра и света. Увидимся.